Мама выбрала папу. Родился ребенок с большими пороками. Если бы мама была одна, она бы ее забрала. Маму и папу. Вы же могли отказаться? Могла. И жизни ему много не давали. Она его стукнула головой в стенку. Маленький ад. Папа. От апельсинки не родятся мандаринки. Боретесь за ребенка до последнего. Некогда думать о том, что у тебя пришел предел. Поплакать можно сходить в уголочек куда-то. Друзья, здравствуйте! Вы находитесь на Неравнодушном канале. Я сегодня приехала в город Подольск Московской области. Здесь живут люди, которых я с уверенностью могу назвать неравнодушными. Это приемная семья Светланы Гавриловой и Игоря Курбатова. Они воспитывают 5 приемных детей. У каждого из этих детей очень непростая судьба. О каждом из них я буду рассказывать подробно. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Именно благодаря вашему неравнодушию я понимаю, для чего я веду этот блог. Смотрите, кто нас встречает. Это Еся. Вот он, да. Есенька. Сейчас как гавкнет. Свет, здравствуйте, рада вас видеть. Рада вас видеть. Проходим. О, так. Кто у нас тут? Где тут дети? Ну что, друзья, с большим трудом я собрала вот эту большую многодетную семью Светланы Гавриловой и Игоря Курбатова. Вот они все вместе. Папа. Вот они все вместе. Это Аленушка. Вот первые первенцы в семье. Камила и Руслан. Улыбчивые. Алена, у тебя есть волшебная палочка. Загадай желание. Какое у тебя самое заветное желание? Я мечтаю нарисовать самую красивую картину маму и папу. Как появилась Аленушка? Расскажите, Света, Игорь. Аленушка у нас появилась вообще нежданно-негаданно, будем так говорить. Мне знакомые начали организовывать волонтерское движение. Ага. Именно помощь детям, которые в больнице изъяты из семей на время помещенные, да, и из детских домов привезенные дети, ну, на лечение, и отказники. Ее родители были подопечными, да, потому что сказали, что ребенок, ну... А что за родители, Свет? Расскажите. Ну, совершенно... Что с ними произошло? Что случилось? Да ничего не произошло. Произошло то, что родился ребенок с большими пороками, да, соответственно, как у нас бывает, либо недообследованный, либо переобследованный, Да. перебдели. В данном случае медики перебдели, написали очень много лишних диагнозов. Сколько тебе лет, Алена? 7. 7 лет. Ты учишься в каком классе? Первым. Какие диагнозы самые страшные? Ставились вообще паллиативный статус, что ребенок не встанет, не пойдет, и жизни ему много не давали. Вот. И, соответственно, видя этого ребенка двухмесячного, который карабкается, да, в кровати, поворачивается, не каждый свой рожденный, да, любимый ребенок такого не делает, понимая, что у ребенка есть потенциал. Свет, но вы пытались с ними разговаривать. Я Вы их пыталась. убеждали. С одной стороны, с папой это было вообще бесполезно. Папа просто не подпускал к себе ни на какой. Он говорил, все, меня медики обманули, меня все обманули. Алена, расскажи мне еще раз, давай ты расскажешь про свою семью. Кто входит в твою семью и чем они тебе вообще помогают по жизни? Папа. Мама помогает делать уроки, собирать портфель. Папа чинит нам игрушки. Камила помогает, делать всякие поделки. А Руслан, я не знаю, чем он помогает. Арина, ничего она не помогает. Ничего. Помните, Свет, вот последний, можно сказать, разговор, когда вы сказали маме, что подумай еще раз. Вот что она ответила? Я помню последний разговор в больнице, не в больнице, а после больницы. Я Алену возила на независимую экспертизу. В клинику нас проверили полностью от и до. Сняли очень много диагнозов, сняли
основные, будем так говорить, диагнозы паллиативности, врожденных пороков сердца. Но много диагнозов было снято, потому что их даже никто не диагностировал, их просто написали. Понятно. И вот после этого момента я общалась с мамой, показывая ей вот эти документы, говоря, что не так страшно. Честно, мое мнение, да, осталось и тогда было, что если бы мама была одна, она бы ее забрала. И ребенок бы не попал в приемную семью, не попал бы ни в детский дом, ни в дом инвалидов, да, с ее диагнозами. Но там очень большую роль играла папа. А папа был непреклонен, и все равно, когда я ее забирала даже уже из больницы, я говорила, что у меня временная опека, так как у меня опять не обновленные документы, да, так как у меня вообще получилось так, что я уехала как раз с этой встречи с мамой, приехала домой на работу, и мне звонит опека и говорит, у тебя есть 2 дня. Потому что видная дала направление к себе, мы ее забираем. И куда бы ее отправили? В Видновский детский дом. Видновский пока. детский да. дом. Ну, с учетом, зная, как из Видного выскребать детей обратно. Если То есть из нужно нашего... было принять решение быстро? Надо было принять не то, что быстро, да, а у меня нет документов, ничего. Они говорят, временную, как всегда. Кого больше всех любишь на свете? Маму. Какая у тебя мама? Я не знаю. Знаешь, что по 10 минут. Какая она добрая, у тебя хорошая. Добрая. Ну, и в концовке мне позвонили из опеки, я пришла на работу, мне говорят, сегодня ребенка увозят. Ох. У тебя есть 2 часа, чтобы забрать ее оттуда. Спасибо девчонкам, волонтерам нашим. Они прилетели за мной на машине. Я позвонила, что я добираю, но мне как добираться, не знаю, даже переноски нет. Они прилетели на машине с букетами цветов. Ну и все, что вот у нас было. Был костюмчик, а была я с Камилой. Я сняла с нее косынку и одела ей маленькую головку, потому что надо было что-то одеть туда. Я сняла с нее, одела, ну и мы поехали домой. А дома папа. Так, и папа. Папа, теперь папа рассказывает. Приезжает мама, еще с одним ребенком. Так. Ну, что, приехал. Шок. Как говорят, шок. Что-нибудь Открываю дверь, а папа мне с порога. Это что? Правда так и был, Игорь? Ну да, я к этому не готов был, я и не знала об этом. Это, говорит, что? Я ей сказал, говорю, привезла, вот сама и занимайся. Вот, И всё. правильно. Я говорю, это и наша занималась. дочка. Он ушел и 1,5 месяца не разговаривал. Вот так вот даже, да? Да, было такое. Не, ну правильно, потому что решение приняла самостоятельно. Да, и сама, приняла не решение, сказав, она и если с занималась ними... Она ею занималась. Надо было Если... 1,5. Да, он вообще А потом она близко ко мне сама подошла. к ней, к маленькой, не подходил. Света, в общем, все Никак. на ваши хрупкие плечи упало. Ну, сама же себе решила. А вот Ну, это вообще что получается, такое? У нас такого нету. Нет, Она не ползает. чего делаешь-то? А Она кто её просто на стол пришла положил? сниматься, и все. Да нормально. Ты положил, да? Она вообще Она просто... просто хочет быть звездой. Ну Простите. Вы рассказываете про детей, а про нее ничего не рассказываете. Ну, вот она Она, легла. кстати, тоже приемная. А, тоже приемная. Потом у нас были суды с папой, с мамой, естественно. Нам тоже надо было получить статус, да? Это у них никогда не возникало желания все-таки еще встретиться с Аленой? Нет. То есть все с того момента вот их как С отрезали? того момента, как вот они ушли из больницы, при этом они же ведь тоже тогда пытались и по медицине ездить, и показания у них там все эти выписки есть, что и в Всероссийский институт здоровья они ездили детей в Москву, что показания там были хорошие, да, выписку домой, под контроль родителей. Но нет, не согласились. И больше нет. Мы встретились потом в суде, наверное, через полгода, наверное. Не через полгода. Наверное, месяца 2 или 3 прошло, как она у нас жила. Мы встретились в суде, так как все равно мне статус надо было получить, да, и они только написали отказное на усыновление. И все равно это обычная процедура лишения родительских прав.
Ну, непреклонен папа, непреклонен остался полностью. Мама плакала, естественно, осознавая, наверное, все это материнское. Но мама выбрала папу. Мама выбрала папу. А что-то известно судьба? Они родили еще детей? Неизвестно мне ничего, мы не знаем. Мы больше вообще после последнего суда, который произошел, мы не встречались, не общались. Единственное, что спасибо им большое, платят алименты им папа и мама. Неплохие на ребенка. Свет, вот сейчас нас там могут обвинить в том, что мы в присутствии ребенка, обычно пишут, что вот вы в присутствии ребенка обсуждаете судьбу ребенка. Алена знает? У меня все дети знают, что они приемные, что у них были Камил, другие родители. В каждому ребенку это рассказывается по возрасту, соответственно. Все время с мамой со своей. Да, это звезда у нас. Наверное, никогда не отлипнет. Нет, шикну, даже когда вырасту. О, и что ты будешь вырастешь и с мамой будешь все время жить, да? Света, а что с ручкой еще? Расскажи нам, пожалуйста. Ну, ручку мы выпрямили, она была согнутая. А что это? Это с рождения, да? Это у с нее? рождения, да, врожденная аномалия развития. Мы ее выпрямили, пальчики пересадили, насколько это возможно. Сейчас вот надеемся, в Сколково делают протезы. Мы туда обращались. Но пока нам отказали, потому что пока делают, чтобы было 3 пальца подряд, отсутствовало. Так, А у нас отсутствует всего 2 пальца. всё понятно. И сложную конструкцию пока они не готовы делать. Но сказали, что будут пробовать. Друзья, каждую неделю я снимаю честные и правдивые истории о приемных семьях, которые вдохновляют и мотивируют на приемное родительство. И я уверена, что вместе с вами мы все-таки добьемся того, что в России не будет детских домов, и все дети будут жить в семьях. И меня, конечно же, очень радуют ваши сообщения, которые приходят ко мне на почту. Галина, пересмотрела все ваши выпуски. Мы решились взять ребенка. Следующее сообщение. Я одинокая мама, но посмотрев ваши программы, я поняла, что смогу. Галина, никогда не думала, что мы с мужем это сможем, но у нас двойня. Забрали 2 недели назад. Вот смотрите, наш малыш. А когда-то со слезами на глазах смотрели ваши программы, думая, что у нас никогда не получится. Это, конечно же, не может не вдохновлять, не радовать. Но, друзья, не каждый, абсолютно не каждый может взять ребенка из детского дома. Но практически каждый может поучаствовать в создании нового фильма о приемных семьях и детях-сиротах. У меня это, друзья, социальный проект. Снимаю я его на свои средства. И, конечно же, мне нужна ваша поддержка в виде донатов. Оставляю ссылку в описании к этому видео. Перейдя по этой ссылке, вы сможете перевести абсолютно любую сумму и поддержать наш неравнодушный канал. И, конечно же, поучаствовать в создании новых фильмов о приемных семьях и детях-сиротах. И быть сопричастным к большому и нужному делу. Привет, Лёш. Здрасте. Чем ты любишь заниматься, Лёш? Я люблю заниматься, собирать. Так, что ты собираешь? Я вижу, что у тебя какие-то карточки. Это что за карточки такие? Это новые карты. Так, это что нужно делать с этими карточками? Собирать. А как их собирать? Просто вот так друг на дружку складывать? Нет. Нет? Вот По так вот смыслу? собирать и вот так вот. Ага. Сейчас, по одной. Вот так вот. Так. И раскладывать. Так. Да. Угу. Потом их кладешь. Лёш, а кто у тебя братья и сестры? Расскажи. Сейчас я расскажу. Расскажи, давай, а как их зовут? Камила и Руслан, и Алена, и Алина. Угу. Молодец. Ты с ними дружишь? Да. Так, во что вы с ним играете? Такие ручки маленькие, такие тоненькие. Такие были. Такие были? Маленькие, тоненькие. Угу. Ты с ними играешь, а во что играешь? В машинке. Молодец. И смотрю телевизор. Тебе нравится смотреть телевизор? Да. Угу. А читать ты умеешь? Нет. Еще не научился? А хотел бы научиться?
Хотел. А что ты по дому умеешь делать? Ну, например, не знаю, помогать маме как-то. Я умею маме помогать. Как ты умеешь? А как ты помогаешь? Расскажи, пожалуйста. Готовить. Так. Мама нам этого не рассказывала. Она говорила, что ты не умеешь готовить, а ты, Я оказывается, умею готовить. умеешь готовить. Хорошо. Что еще умеешь делать? Полы моешь? Да. И пылесошу. И пылесосишь даже? Ага. И пыль вытираю сам. Мама, вот оказывается, такой прекрасный сын растет. Можно не готовить. Можно и не готовить, и не убираться. Помощник. Молодец. Давайте я выйду. Да, пожалуйста, давай. Быстро сейчас. Давай. Деловой такой. Свет, ну, К сожалению, это игра на публику. вот В так. данном случае Вот это Свет, давай. манипуляция, игра на публику. Ага. Хотите сюда, Свет, Вот можно? сегодня вы снимаете его, у вас будет впечатление, да, идеального ребенка. Да, вот ощущение, что он даже отвечает хорошо. Завтра я получу ответку. Вот так, да? Что-нибудь будет. Все срывается или что? Ну да, чем больше к нему внимания проявляют, тем больше у него обратная реакция получается не всегда положительная. Мгм. А как это может выражаться? В агрессии опять? Это может выражаться в агрессии, это может там выражаться, он может в любой угол написать, может накакать в штаны, размазать это все. Угу. Вот после всех проявлений каких-то с нашей стороны, Новый год, да? Да. Вот мы ездили на елке, но он же ребенок. Ну, конечно, да. Понимаю, что прилетит мне потом, прилетит надолго, на месяц, полтора. Но мне же жалко, я везу на елке, Новый год отмечаем, за столом все сидим. Ну, 1 число еще держится, с 2 и дальше начинаются причуды. Ну, как-то вот он так проявляет себя, поэтому на любое То есть слишком много, положительное да, внимание эмоций? в его сторону, он не справляется с этими эмоциями, и ему нужно выплеснуть их в определенный, да, то, что он умеет и может. Да. То есть вот Лёше сейчас 9 лет, да? Да, Лёше 9 лет. Да, он, конечно, маленький, да, такой совсем тоненький. Вот он еще сейчас у нас очень сильно похудел. Похудел, да? Это тоже связано с чем-то, с Да, это какими-то психическими... психическое расстройство, это расстройство сна, Угу. это перестала усваиваться пища, соответственно, все это нагнетается, опять проходим курс в больнице, восстанавливаемся и опять до очередного курса. Ну, мы не будем тогда Лёшу больше сильно отвлекать, чтобы, да, как-то потом, чтобы не было срыва, да. Внимание. Лёшечка, спасибо тебе большое, Лёш. На здоровье. Давай, до свидания. До свидания, спасибо. Света, Игорь, я так понимаю, что самый сложный у вас ребенок в семье – это Лёша. Да. Как он у вас появился и что с ним происходит сейчас? В какой вы точке сейчас? Ну, Лёша появился у нас временно. Да, насколько, на 3 месяца? Да. Там кто-то собирался его... Да, приемную попросили, 2,8 ему было. Сейчас 9, да. Появился он, позвонили с опеки, сказали, что есть возврат из приемной семьи ребенка, что нужно, чтобы он побыл где-то в семье, пока ему найдут постоянно, В дом не отправлять его. постоянно, как сейчас это называется, фостерные семьи, да. Сейчас тогда этого не было, но мест в детских домах нет. Да. И пусть он у вас побудет, пока мы будем искать. Приехала в опеку познакомиться с ребенком, на что мне его приемная мама сказала: ребенку, вот твоя новая мама, иди. Развернулся и ушла. Это первая приемная семья, Да. да, которая его забирала? Да. И мы сидим в кабинете с нашими работниками опеки, разводим руками и понимаем, что все, ребенка просто пришли, оставили и ушли. Документы положили на стол. Я поехала с ним домой, зная, что
Ну, на время, да, временно временно побудет, решили взять найдут. там на 3 месяца, да? Да, Мгм. ну что, Из таких фигурок что можно сделать? Ты что-то тут такое уже собрал, я вижу. Какой-то корабль, что ли, или что это? Нет. А что это? машина. Машина. И куда ты на этой машине поедешь? Некуда. Оставьте. Оставить? Хорошо. Я колеса оставлю. Ты собираешь по картинке. Правильно? Да. Молодец. Кстати, у тебя очень хорошо получается. Смотри, как ты правильно вот на картинке. Теперь осталось только колеса красным поставить, да? Здорово. мы с опекой в хороших отношениях, и, в принципе, они всегда помогают и поддерживают. Но думаю, ну и надо же их тоже как-то по-человечески относиться и к детям, и ко всему. Тем более он пошел, спокойно пошел. Ну, все прелести жизни начались ровно на следующий день. А что началось? Ну, во-первых, он всем целовал руки, ноги. И, соответственно, никакого самообслуживания, никаких навыков. А ему было 3 года. Ну, почти 3, да. Почти 3 года. Им там в семье вообще не занимались. Ну, просто рос и рос. А сколько он там прожил? кормили, ну, не С знаю. 10 месяцев. Они его в 10 месяцев забрали из нашего дома ребенка Ну, с ментальными нарушениями. Травма, что ли? Да. А что с ним случилось вообще? Ну, и его изъяли из семьи, так же, как и его брата и сестру. Мама у них инвалид по психиатрии. Вот. Старшие дети были в одной семье, а этого ребенка изъяли по медицинским показаниям. Она его стукнула головой об стенку, и он попал в реанимацию, будучи И в месячном первый возрасте. приемный его оттуда и забирали. Вот. И после того, как он полежал в реанимации, его, соответственно, перевели в соматику, а из соматики уже в дом ребенка. И оттуда забирала его приемная семья. Притом... Это проблема вот эти с головой, то, что у него психиатрия из-за того, что был вот этот... Вот... Нет, Там я врожденное. думаю, что врожденное. врожденное, да, это чисто психиатрия, и это наследственное. Ну, по всей видимости, там и папа такого же плана, потому что если мама такая, то и папа, да. Скорее всего, из той же оперы. Проблемы начались с тем, что он, ну, как все дети с такими нарушениями, естественно, в туалет ходить, одеваться. Это все было с большим трудом. Это было маленький ад на тот момент, мне казалось, получая подарочных детей. Да. И вдруг на меня сваливается вот такой ребенок. Как он себя вел? То есть, ну, самообслуживания не было, я понимаю, что то есть он не... Ну, это в туалет ходил под себя, размазывал, дрался, орал, головой бился, обо все, что можно. да, Аутоагрессия к себе была очень большая. Если что-то не по его было, он просто падал на пол, начинал биться. Потом мы поняли, что он начинает понимать, что это больно, и начал биться об мягкие какие-то места. И вот здесь уже подключили невролога. Невролог с нами 3 года работала. Невролог назначал иноотропы, чтобы мозг толкнуть, потому что отставание в развитии большое присутствовало. С трудом шло обучение. При ноотропах нас накрывало больше аутоагрессии. Мы начинали блокировать аутоагрессию, у нас, соответственно, ноотропы не действовали. Ну, в общем, все было сложно в плане подобрать лечение, постоянно менялось, постоянно какие-то новые препараты вводились. Но мы так прожили 3 года, после чего мне невролог наш сказал: Свет, что бы мы с тобой ни делали, это к психиатру. Это реально к психиатру, и это психиатрия. Она еще учить его пыталась. Так я же говорю, потом не еще обучай. 3 года пыталась, не Она верила учить его диагнозам, да? Я еще после того, как нам уже поставили диагноз, я пыталась учить, я пыталась его обучать. Пока ей не сказали, что он не обучаем. Пока, ну, все равно это вот хочешь ребенку конечно, лучшего, хочется да, хочешь хоть что-то, да, вложить в него. Но это очень, наверное, можно обучать на инстинктивном уровне. Я знаю, что такие дети таблицу умножения учат, там и пишут, и ну, они неосознанно, но переписывают эти тексты. Но это колоссальный труд. Это настолько колоссальный труд, что тебя не хватает на других.
То Ты есть всё начинаешь время сама выгорать полностью, начинаешь проявлять агрессию, да, на все, что тебя окружает. Ты закрываешься, у тебя приходит стресс, который сам ты уже вылезти не можешь, который ты сам обращаешься к психологам, ты начинаешь прорабатывать эти травмы. Ну, так у меня, наверное, и получилось, да, я до сих пор с слезами на глазах это все вспоминаю, когда входишь, а выйти не можешь уже. И обращалась как раз к вам тогда за помощью, я помню. с вашими психологами, которые, крик да, души, когда вы мне звонили, говорили: Галя, я на грани возврата, я больше не могу. да, было такое. И я просто выгорела абсолютно. Да, и тогда вот ваши психологи все-таки попытались, наверное, меня убедить в том, что я сделала все возможное в этом плане, и что мне надо просто отпустить ситуацию. Вот это было самое сложное, надо отпустить ситуацию, перестать. Вы боретесь за ребенка до последнего, я так Да, понимаю. получилось, что да. И сейчас у меня проскакивает, я все равно пытаюсь, меня вот муж останавливает всегда, Свет, но это диагноз, он больной ребенок. Ну зачем? Цвета учила и до 5 его учила читать. Он сейчас цвета все знает. Цвета Три, знает. Все. Все. 3, не то 4 он Нет, знает. он даже все оттенки знает. Да, Он вот. помнит все оттенки, потому что я с ним на ПМПК ездили. Так, мне мама сказала, что ты уже очень хорошо разбираешься в цветах. Лёш, скажи, какой это цвет? Красный. Молодец. Так, это какой цвет? Зеленый. Умница. Умница. Как у тебя хорошо получается. Это какой цвет? Желтый. Молодец. Ну вот этот точно не скажешь цвет. Я знаю. Это фиолетовый. Правильно. Молодец. И он не растет, он маленький такой. Ну, да? у нас стоит диагноз, нанизм, по-моему, называется научно. Гормоны роста у нас присутствуют у него на нижней планке, да? Сколоть надо, да, гормоны роста? Надо подкалывать, но с учетом психического состояния я не готова к этому. Вот честно, я не готова, потому что с ростом пойдет гормональная вспышка психическая, придет пубертатный период, придет половое созревание. А с такими диагнозами, которые сейчас у нас стоят, это очень сложно. Это сложно в плане, то мне придется его просто закрывать в больницу. Потому что у меня дети, у меня девочки, и я не знаю, на что и как это будет, и когда это выстрелит. Нервное истощение идет. Он по ночам не спит. Не спит ночами. Вообще не спит. Он может спать, он поверхностный сон. То есть просто лежит. Он лежит, притворяется, что он спит. В любой момент к нему заходишь, он голову поднимает, у него ни глаза, ни сон, но ничего поверхностное. Он настолько привык притворяться, что даже врачи не всегда понимают, что он спит. Он говорит, он спит. Я говорю, он не спит. У нас стоит твой камера. опыт, Первый час ночи. А он не спит. Он спит очень плохо. Подобрать терапию с его весом, ростом очень сложно. Какой-то вот сейчас, наверное, по всей видимости, передозировка у нас вообще сложный процесс. У него идет нервное истощение окончательное. В прошлом году мы в это время, даже раньше, мы лежали в больнице, его там поддерживали другой терапией. Вот, по всей видимости, сейчас опять будет туда поездка, потому что я боюсь, что кончится очень плохо. Типа анорексии и нервного вообще просто уйдет. Мы его не сможем назад вернуть. Просто нормальное. Получается, состояние. что таких детей очень сложно что-то в них вложить, правильно? В них развития никакого. Да? Нет, То есть тут это... палка о двух концах в этом плане, что я сейчас начну ему вбивать, да, таблицу умножения, писать, считать, Вообще читать, жопа пойдет. а у него уйдут все бытовые, да, навыки. Есть такая тенденция у этих детей, что где-то мозг заполнен. Если ты его опять заполняешь, что-то, то, что заполнено, уходит навсегда и безвозвратно. Поэтому здесь, наверное, все-таки склоняюсь к тому, что должно быть хотя бы самообслуживание. Но он хотя бы. научился себя обслуживать? Да, он обслуживает себя Обслуживает полностью. себя, да? Он полностью обслуживает себя, моется, ест, убирается. Встает, умывается, Он даже зубы комнату чистит, свою убирает. комнату может убирать. Но единственное, Ну, что под присмотром, потому что можно убирать, двигая пылесос на одном месте, он считает, что это убирает, Он да? может взять.
Приступы агрессии до сих пор есть? Но он есть, но он против детей, которые постарше, он их побаивается. Против Арины. Против маленьких Она детей. маленькая, она не сдачи дать не может. Они сдачи дают. Ага. Притом, если ему дают сдачу, он кричит так, что Да, как будто его прям убили или порезали на части. Ага. А маленькую, да, обижает. Притом, может, просто основательно, что она просто зашла в комнату, там что-то взять, он может и крикнуть, и обидеть. Ну, а когда такая агрессия, то камнями он кидался у нас, и стульями, и тапками, и... ну, по-всякому. Насколько состояние его возбудимое, настолько и агрессии получается. Я так понимаю, что вам очень тяжело с Лешей. Мне да. Свет, как вы вот, когда выгораете, как вы помогаете друг другу и как вы из этого состояния выходите? А некогда думать, когда из него выходишь, честно. Вот оно нахлынуло, да, поплакать можно сходить. В уголочек куда-то, да. С папой поругаться можно. Да. Пошуметь, да. Ну, эмоционально, хотя дети это очень не любят, потому что видят все это, да, и слышат. Но эмоции бывают, что просто невозможно обуздать, да, и что вот приходит предел, и они все равно кого-то должны вылиться, эти эмоции, да. Ну, у нас даже Руслан говорил, опять ругаетесь? Хотя у нас это очень, очень редко получается. Наверное, расслабляться вообще некогда. На самом деле некогда. Некогда думать о том, что у тебя пришел предел. Но бывает, накрывает. Уйдешь, посидишь, полежишь, кино посмотришь. Благо, сейчас есть возможность уединиться. А так, некогда. Постоянно в каком-то ритме жизни. Бегом все. Так кто держится за мамину ногу, Арина, а? Это кто за мамину ногу постоянно держится? А хохочет как она. Раньше приходила, не хохотала, а тут прям хохотушка такая, а? Все равно спрошу у вас совета, да, вот что вы посоветуете тем молодым родителям, которые берут сейчас детей? На самом деле молодые не берут детей. Сначала подумают, прежде чем что-то сделать. Я вот совсем, буквально на днях думала о том, что я смотрю, очень многие сообщества, да, с очень многими приемными родителями общаюсь. В основном же все-таки к приемному родительству приходят уже в осознанном возрасте каком-то, да. Молодые очень редко к этому приходят, потому что у них есть еще возможности своих детей. И от души молодежь очень редко кто берет детей, да, вот именно для себя, не для пиара, как многие, да, у нас, сами знаете, общаетесь в сетях, очень много пиарится на том, что выходит на приемных детях, потом какой-то коучинг уходит, да, и вот она уже раскрученная мама. Психолог. Да, и все у них прекрасно. Я эту фальшь вижу с первого, вот прям с первого, как только приходят. Приходят в родительство уже имеющие детей, имеющие какой-то опыт. Но если вы все-таки решились, да, на такой шаг, очень хорошо надо подумать, что твоя жизнь меняется совершенно в другую сторону. Это не свои дети. Вам со всех углов твердят, что у тебя дети государственные, что ты за них получаешь кучу денег, что ты живешь за счет этих денег. Это психологически очень давит. Никто не знает, какие проблемы у кого вылезают. Свой родной, когда ребенок с проблемами, ты готов как-то к ним. Это же моя кровиночка, я родила, я виновата, да? А когда вдруг у здорового ребенка вылезает патология, с которой тяжело, да? И ты сразу, вот генетика, вот от апельсинки не родятся мандаринки, да? От этого никуда не денешься. С этим тоже мириться надо. И надо знать, что здоровых детей не оставляют. Просто не оставляют. Алена. Всегда, если ребенка оставили, значит, это либо асоциальная семья, либо это какие-то серьезные, да, проблемы со здоровьем. Потому что в основном, если семьи хорошие, да, если что-то случается с родителями, дети остаются, там есть родственники, которые всегда поддержат и заберут. А если ребенок попал в систему, то это уже надо задуматься о том, что что-то не так. Что-то где-то, когда-то, выстрелят.
То есть надо подумать. Надо очень сильно подумать и рассчитывать на свои силы все-таки, да. Ну что, вот мы все в сборе. Вообще всех собрать очень сложно, да? Потому что все по своим комнатам, все разбегаются, все заняты. Первые дети в семье Гавриловых – Руслан и Камила. Их Светлана встретила в больнице, когда лежала там со своим племянником. Дети-отказники лежали в соседней палате. Если бы она их не забрала в семью, то они сразу попали бы в детский дом. А малышка Арина появилась в семье 2 года назад. Долгое время она жила без статуса. Осужденная биологическая мама вписала в графу отцовства знакомого мужчину таджика. Ребенка в любой момент мог забрать новоявленный отец. Это очень интересная история, но о ней я расскажу вам во второй части фильма. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, и ставьте лайк.